У нас, как сказать, оно вроде как и нелегально, и легально. По почте можно купить онлайн, оплатить банковской картой, и тебе пришлют по почте. Настолько нелегально. Я заказывал несколько раз, мне в почтовый ящик тебе бросают конверт, открывать конверт, там пакетик с веществом. Закладка. Если Начиная в школьное время, когда мальчик какой-то нравится, ты понимаешь, что даже Валентинку не можешь написать. Иначе это все, типа, Потому что его зовут Сергей, а не Валентин. Ну, это логично. Но это в другом выпуске будет. Вот. Так, у них сейчас секс начнется. Что происходит? Я не могу. Нет, вы слушайте, но комментарии позже, друзья, зрители. Я хочу тебя там, давай там что-то, окей. Я такой, окей. Зеленый свет, давай, пожалуйста, мы начинаем. И я понимаю, что он вот как бы что-то его трясет, шатает, он что-то крутится, вертится, дергается не впопад. То есть никакого удовольствия, все это выглядит странно. Тут с пятницы по воскресенье, знаешь, по городу, я иногда ночами по городу на велосипеде мотаюсь от групповухи к групповухе. Потому что очень легко это все находится в Амстердаме. На велосипеде, групповухи, на группа, кто-то в библиотеку ездит на велосипеде, а он... Так, записываемся на мой курс, трахаемся 5,5 часов, ссылка в описании. Стоишь, просто смотришь, как какие-то обдолбанные, я не могу так говорить, обдолбанные люди рядом что-то танцуют, что-то они как-то дергаются, кто-то с кем-то трахается. Но у меня было такое, что, например, я мог пойти в секс-клуб, там у меня, я не знаю, сколько было мужиков, в темную комнату, там туда-сюда, до 5 утра в секс-клубе. Потом после секс-клуба ты с кем-то знакомишься, едешь к нему на групповуху. Там еще человек 20. Потом после этой групповухи ты знакомишься с кем-то еще, едешь дальше. И просто может быть уйма. Но тебе это не страшно, тебе хорошо, тебе страшно будет потом. Так, ну что, всем привет. Гей-чат снова в эфире. Надеюсь, что вы уже успели по нам соскучиться. У нас новые лица, как вы видите. Вот. В самом начале поставьте лайк этому видео, потому что здесь мы говорим о важных вопросах ЛГБТ-жизни. Надеюсь, наши видео являются для вас полезными. Вот, поэтому ваш лайк поможет сделать так, чтобы нас с вами было больше. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, мы все читаем, отвечаем. Да. Ну, я по-прежнему нахожусь в Нью-Йорке. Давайте знакомиться с теми, кто сегодня присоединился. Но начнем с Сережи. Сережу вы уже видели в одном из наших выпусков. Сереж, тебе там и комплименты писали в комментариях. Какой ты улыбчивый, позитивный, психолог. Я не знаю, кто-нибудь тебе там добавился в Инстаграм, может быть, тебе что-нибудь писали. Как твои дела? Ты знаешь, я заболел, поэтому к вам пришел с таким усилием воли. Мне очень понравилась тема, которую ты сказал. Да. Вот так вот. Ну, супер, отлично. По тебе и не скажешь, что ты приболел. Вот, спасибо, что А, ты присоединился. Это грим. Как Как ты знаешь, все очень хорошо убирается. ты у нас человек сцены, я это помню, это очень прикольно, да. Очень рад тебя видеть. Наконец-то мы с тобой встретились. И посмотри, какая классная тема вообще. Супер. Здравствуйте. Здрасте, да. Только не Женя, а Юджин. Юджин, да, Юджин вообще. Мне какое-то время нужно будет привыкнуть. Вот. У тебя Нью-Йорк на бэкграунде какой-то. Слушай, эти цвета о чем-то должны нам сообщить, или это просто случайный выбор картинки? Это моя любимая палитра. Ага, я понял. Ну окей, супер, хорошо. Так, Кай, привет. Кай, ты у нас в Амстердаме находишься. Рад тебя видеть. Добро пожаловать. Да, привет, спасибо за приглашение. Тема актуальная, интересная. Да, я уже видел некоторые твои эфиры. Я видел, твой Телеграм, естественно, где ты все выкладываешь. Куда людям подписываться? Какие ссылки на тебя оставлять? Телеграм? Можешь Телеграм-канал, Инстаграм. Супер. Женя, Юджин, где на тебя подписываться лучше? На моей основной странице, В Инстаграм? где я танцую, да. Супер, отлично, хорошо. Да, Кай, я видел, ты очень много всего выкладываешь. И, кстати, мне кажется, что одно из каких-то твоих видео в Телеграме мне и навело на эту вообще мысль, что... да, ты был первый, и я такой думал, вау,
у тебя такой опыт интересный про эти всякие вещества. Думаю, я про это слышал. Ну, то есть это вообще где-то крутится очень близко, да, вот я в Нью-Йорке нахожусь, тут, по-моему, это как бы постоянно происходит. Но так как я Да. никогда не пробовал, ну, то есть мы все равно как бы либо ты пробовал, и ты в теме, либо ты не пробовал, и ты вот полный профан. Вот я как раз мало чего об этом знаю. Ну, вот оно Давай, и к лучшему. да? Ну, хорошо. Да. Ну, давай с тебя начнем тогда, Кай, про вещества. Друзья, знаешь, я когда готовился к этому эфиру, и общался с некоторыми ребятами, очень многие вообще даже не знают, что это такое. Вот, это достаточно какое-то новое а, определение химсекс, да? Вот. Мгм. То есть употребление веществ во время секса. Вот. А, не знаю, расскажи нам про это. Как это? Что это вообще такое? Это когда вы перед сексом употребляете определенные вещества. Лучше, конечно, употреблять, не знаю, ну вот я в основном употребляю 3-ММС. 3-ММС – это исходящее от мяу-мяу или 4-метокетинола, 4-ММС. Но 3-ММС, оно более слабое, и оно… Почему его люди чаще используют для секса? Потому что оно делает тебя раскрепощенным, более уверенным, более хорни. То есть ты можешь за ночь… Материться можно, кстати? Или здесь нет? За ночь можешь перетрахаться с, я не знаю, с ротой солдат, и тебе будет мало. Но и сама тактильность и чувственность на совершенно другом уровне, поэтому химсекс так и популярен. Но это не звучит сейчас как пропаганда. Вот если я никогда не пробовал, интересно, мне Ну, захочется в итоге или нет? это такое, знаешь, я хочу сказать, лучше этого не пробовать, но как бы М, я не могу, я буду честен, поэтому я скажу, что, ну, люди же на этом сидят не просто так, поэтому У меня есть и Ну, минусы, и у меня, минусов. у меня вопрос. Ты сказал в настоящее время, не, то есть употребляю, то есть до сих пор. Иногда срываюсь, я хочу бросить, но иногда до сих пор все равно срываюсь, М, потому что невозможно сделать так, что бросил и все, то есть оно так не Возможно. работает, да. возможно. Поговорим об этом сегодня. Возможно, теоретически, но когда у И тебя Не про все… чистое. теоретически, а практически. Для Класс. кого-то, может быть. И До еще мы меня, до поговорим меня дойдем, окей. И еще мы поговорим, не зря у нас сегодня Сережа здесь, отчасти психолог, да, отчасти просто человек. Поговорим, почему на самом деле это используют, но по поводу ощущений, а может быть, есть еще какие-то причины. Юджин, какой у тебя опыт, когда у тебя, может быть, впервые ты там что-то попробовал, и как долго ты принимал какие-то вещества? А, Первый раз я попробовал еще в Москве, когда вся вот эта вот тема была, скажем так, только набирала популярность. Было мне тогда, по-моему, сколько мне тогда было? Я не помню. Ну, короче, mid-20. И сна- сначала пробовал мифедрон, как это обычно бывает. Вот. Потом, когда сюда приехал, это местные, ну, не то что аналоги, а другое вещество, метамфетамин, а.к.а. Тина. Вот. И, собственно, Ну, сколько, то по есть времени несколько лет, да, получается, это все длилось? я скажу, что это продлилось, наверное, ну, лет 7 точно. Мгм, мгм. Понятно. Ну вот, смотри, Кай сказал, что все эти вещества принимаются для, значит, каких-то новых ощущений, повышения либидо, возбуждения, для того, чтобы секс был дольше. У тебя были те же причины или еще есть какие-то, почему люди начинают это принимать? Я скажу так, по своему опыту, большинство, наверное, у большинства это откликнется, когда есть, скажем так, конфликт с самим собой, то есть какие-то, к примеру, токсичные отношения, несчастная любовь, непринятие самого себя и все остальное, ты просто уходишь туда, где тебя любят, принимают, скажем так, люди на одной волне, и люди, собственно, вот так вот и скатываются в эту пучину, и многие, к сожалению, не выбираются.
То есть такой способ забыться, да, от реальности. Способ, да, Мгм. уйти от реальности, от какой-то внутренней боли, Мгм. от каких-то переживаний, страданий. Да. Сереж, у тебя есть какие-то комментарии на эту тему? Как вот, почему еще могут люди начинать У меня, вещества кон- принимать? у меня, конечно, есть комментарии, но я удивлен, парни такие осознанные. Я тут думал, что буду в лагере, типа, людей, которые поддерживают все на одной волне, общаемся. А вы сами начали говорить про тему, что, блин, да на пустом месте не происходит. Реально есть что-то в жизни, из-за чего хочется употреблять. Я здесь лишь, наверное, добавлю маленький кусочек, что если мы рассматриваем с точки психологии, наркотики являются способом отстраниться от болезненных переживаний. И вот когда личность, ну, скажем так, не скомпенсирована, то есть человек не знает, как себе помочь, когда ему плохо. Ну, потому что у кого-то есть бэкграунд в виде семьи, где, когда бился коленкой, мама говорила там: ой, давай подуем, сейчас все пройдет, была какая-то опека. То есть человек в течение жизни учили, как справляться с этой болью. А кто-то не знает. И поэтому иногда вот такие интересные способы придумывает человечество, чтобы утолить эту боль. Что чувствуешь во время того, как ты принял что-то, и что чувствуешь после того? Вот как, ну, с алкоголем я примерно понимаю. Многие люди, я думаю, что понимают, знают, как, типа, вот весело сейчас, а еще знают, какой алкоголь, в каком количестве, как ты себя чувствуешь, и что будет завтра, да, там, рассол надо попить, и таблетку принять и так далее. А с веществами, их же такое количество, вот вы сейчас назвали, там, наверное, у Всего каждого свои. разные, все по-разному, абсолютно. Ну, В зависимости от способа употребления. Способа и что именно ты употребляешь. Потому что, например, тот же спиды или там, я не знаю, МДМА, он не МДМА, а этот, как его, кетамин, то есть, ну, абсолютно разные будут эффекты там, или метадон, это вообще ну, что-то довольно серьезное. ну, хоть примерно там, типа, летать хочу или что, я даже не знаю, что Нет, это может быть. это такое резкое тепло внутри, и ощущение, что тебе очень хорошо. Я не знаю, как еще это объяснить. В общем, ощущение, что тебе очень хорошо, что пропадают все твои проблемы, ты перестаешь о них думать, ты становишься раскрепощеннее, открытие, твои комплексы уходят, и тебе становится на все пофиг. И все проблемы тоже. По поводу, кстати, комплексов, чаще ли это Это очень правильно. происходит то, что принимаются препараты в тех случаях, если речь идет о групповом сексе, когда много участников, чем Да, когда чаще один на всего. один? Чаще всего это именно групповой секс. Это Мгм. секс-вечеринки, темные комнаты. Очень-очень редко это происходит один на один, потому что с одним человеком тебе, скорее всего, будет неинтересно. Юджин, как у тебя с ощущениями, какие бывают? Бывали, Были, были. да. Мгм. Это сравнимо, как будто тебя, тебя как будто окутывает какая-то вуаль, которая вот просто... это, вы знаете, есть видосики с, типа с мемами, где раскрываются цветы, там ты летишь куда-то, и вот все в этом духе. Это вот примерно из этой серии. То есть тебя как будто окутывает вот эта вуаль ам, похоти в каком-то смысле. То есть срываются абсолютно все ограничения, все маски, и вот твоя внутренняя, скажем так, шлюха, она вот вырывается наружу, и все, и ты королева ночи, короче, точно. Я вот прикидываю на себя, потому что я веду трезвый образ жизни. В принципе, и шлюха есть, и еще там кто-то. Это Как бы, совершенно иной уровень. Это два разных мира. Трезвый секс и химсекс – это настолько две разные противоположности. Вот мне тоже многие говорили, что ну я и трезвым чувствую такое возбуждение. Нет, это прямо абсолютно две полярности. так, Невозможно друзья, почувствовать мы, это на мы вас трезвым. ни к чему не призываем и ничего не Нет, пропагандируем. нет, да, мы еще не дошли до последствий просто. Да. Мгм. Ну да, А последствий досмотрите там это видео. побольше. Досмотрите это видео до конца. Сереж, слушай, ты когда-нибудь что-нибудь пробовал применять? А что самое легкое считается, марихуана или вот что вот самое такое вот
Наверное, да, травка. Это самое Да? легкое. Ну, Травка, начнем с так. того, что марихуана тебя не делает хорни, она тебя М, просто по большей части Расслабляет. расслабляет. Мгм. Некоторых Вот. делает, как ни странно. У меня есть такие знакомые, кто под травкой Ну, ш- трахаются. Сереж, ты когда-нибудь что-нибудь пробовал, чтобы просто понимать, с кем мы имеем дело? Я ужасный человек. Я лет до 20 вообще не понимал прикола от алкоголя, чего уж там до наркотиков. Поэтому я вот воплощение вот этого человека с плаката. Это будьте трезвыми, здоровыми, но не специально, так просто, ну, меня не вставляет. Я могу сказать за себя, я употреблял алкоголь, 10 лет я не употребляю, до того я, ну, сошили немножко что-то выпивал, но я, например, даже не понимаю, ну, мне как-то нехорошо вот даже от поперса, даже не то, чтобы я его там нюхал, даже кто-то, если нюхает, и я чувствую, у меня уже там начинает голова кружиться, настолько вот не зашлакован твой организм ничем, что ты очень-очень чувствителен на любые вот такие всякие штуки, да. А что происходит после того? Вот отходники, вот то, что называется в алкогольном состоянии, как это происходит с веществами? Тебе очень сложно уснуть, во-первых, но тебе нужно уснуть, потому что тебя начнет выпускать после того, как ты поспишь. Но тебе очень сложно уснуть, нужно вырубиться. И после того, как ты поспишь, отхода длятся примерно около, ну, дня 3, наверное, 4 примерно. Это полный, это цикл полного восстановления, чтобы ты вернулся в ту же точку, из которой ты исходил. Потому что первый день у тебя физическая, ну, не ломка, тебе физически тяжело, у тебя ломит мышцы, тебе тяжело встать. Но зависит еще от того, как долго ты употреблял. То есть, если ты там нюхал одну ночь, окей, еще более-менее легко пройдет. Если 2-3 ночи, то это уже все, как бы там вообще будет очень тяжело происходить восстановление. Первый день, да, это мышцы ломит, ты в основном валяешься в кровати, можешь максимум встать, там, не знаю, попить воды, может быть, что-нибудь чуть поесть. А потом еще 2 дня ты восстанавливаешься эмоционально и морально, потому что у тебя это дофаминовая яма, и ты эмоционально нестабилен. То есть ты можешь расплакаться от чего угодно, от какой-то мелочи, там, смеяться, и тупишь очень сильно. А ты Вот. сказал 2 дня употреблять, 3 дня употреблять, а, соответственно, ну, 2-3 ночи, соответственно, а днем ты тоже ничего не можешь делать. Ну, то есть ты А абсолютно... днем ты тоже употребляешь. Если ты употребляешь несколько суток, это не останавливаемый процесс. То есть если ты остановился, то все, ты уже Ну, то есть ты в это ушел. время не можешь не то, что там не работать, вообще Нет. функционировать. Некоторые могут, как я удивлялся, некоторые... У меня бывали такие любовники, которые могли там... У нас групповуха, они такие, я сейчас поеду, несколько часов поработаю и вернусь. Он уезжал, работал и возвращался, опять дальше употреблял, и мы трахались. Юджин, почему ты Я бы смеешься? не смог. У тебя были такие ребята? Ам, Спасибо, то, что рассказал мой опыт. Выдал. Каково? Ну хорошо, Просто. так раз у тебя такое было, как это вот быть под влиянием веществ и в то же время пытаться функционировать нормально? Поначалу тебе кажется, что это возможно. Ты особо не замечаешь. То есть ты, грубо говоря, там протусил ночь, две, три, потом понимаешь, что тебе нужно поехать на работу, отработать, кое-как себя собираешь, там пьешь все, что можно, молишься всем всевозможным силам, чтобы тебя хоть как-то отпустило. Вот, и после этого едешь, работаешь, тебя пидорасит вот так вот, ты не можешь нормально функционировать, то есть а, тело тебя слушается, но такое ощущение, то, что вот как будто, я не знаю, пинг за 200 FPS проседает, и у тебя просто вот ты пытаешься что-то элементарное сделать, и тебе прям приходится силой это, то есть мышцы настолько уже как бы тебя не слушаются в А какой-то люди это момент. замечают? Ам, Честно, не знаю, но в голове у тебя начинается полный пиздец. То есть мы вот медленно подходим как раз к последствиям. То есть тебе иногда становится, тебе начинает казаться то, что люди действительно замечают, ты пытаешься как-то себя корректировать, держать в руках и не подавать виду,
Но, скорее всего, со стороны это все-таки видно. И сейчас, будучи уже 3,5 года трезвым, я могу определить по человеку, то есть, который на отходосах, я могу сказать, что этот человек вот употреблял там пару дней назад, либо вчера и так далее. Так что, Мне кажется, я тоже начинаю немножечко в этом разбираться. В моем, ну, так получается, в моем окружении появляется все больше трезвых парней. Там кто-то 4 года, кто-то 8 лет, 10 лет, кто ничего не употребляет. Вот. Но есть те, кто или употреблял. Ну, в общем, как будто бы это даже как-то видно по речи, по внешнему виду, я не знаю, даже по запаху тела, по-моему. иногда да. Мгм. Слушайте, ну а сколько это стоит? Вот я так понимаю, что время каких-то там тяжелых наркотиков прошло, и то ли это стало более доступно, вот те вещества, которых вы назвали, во-первых, их очень много как-то прям стало. Вот, они Да. синтетические, они, я так понимаю, что научились их делать как-то типа дешевле или что-то такое. Это же все плюс нелегально в любой стране мира или где? Или в Амстердаме там можно? У Как? нас, как сказать, оно вроде как и нелегально, и легально. По почте можно купить онлайн, оплатить банковской картой, и тебе пришлют по почте. Настолько Блядь. нелегально. Я заказывал несколько раз, мне в почтовый ящик тебе бросают конверт, открываешь конверт, там пакетик с веществом. Если... Закладка! Да, прямо у тебя в почтовом ящике, и ты оплатил банковской картой. Если что, если тебя на улице... У меня были случаи, когда у знакомых были передозировки, и к ним приезжала полиция, они просто спрашивали: у вас все хорошо? Как вы себя чувствуете? Что вы приняли? Все нормально? Может, скорую? Нет? Ну ладно, пока. Все. Это все, что делает полиция. Дилеры приезжают, да, привозят домой, поднимаются в квартиру, отдают тебе в квартире. Юджин, как с этим в Нью-Йорке? Я прохожу иногда ночью, иду с клуба, с бара, мне что-то там предлагают. Кокаин, Ой, на улице по-моему. никогда не покупай. Да, ну нет, конечно, вы чё? Нет, ну просто что ну то есть вот как это распространяется, да, то есть я вот слышу иногда, вот мне там кок, они там что-то говорят про кокаин. Ага. Как Ну, еще? Какие-то чаты, по-моему. Еще есть вот эти эмодзи такие, нос, В снег. WhatsApp просто, в WhatsApp пишешь, и все. ну, на самом деле в Нью-Йорке с этим немного по-другому. По крайней мере, как было вот в тот период, когда у меня, скажем так, тусовки эти все были актуальны. А, Я, слава богу, ни цента не потратил на всю эту хуету. Вот, Добрый вечер. да, Э, меня везде приглашали, угощали. Вот так вот, Да. окей. Мгм. Но цена зависела от, понятное дело, от веса. Но метамфетамин его продавали как такими болами, по-моему, называют, или еще, в общем, в кристаллическом виде, то есть тебе самостоятельно нужно это все дело растолочь, там, расфасовать и как бы уже а, принимать. А, Цены, честно, не подскажу, потому что, ну, сами понимаете. Да, ну хорошо, Кай, это как бы дорогое удовольствие, насколько вот, ну то есть, если это ты делаешь там несколько дней, несколько ночей подряд, ты не можешь работать, ты, возможно, там теряешь какие-то смены, подработки, не дай бог тебя вообще уволят, ты еще и Не, ну деньги ты на это это делаешь в тратишь. выходные свои. Да, но Надо просто знаешь, я рассчитывать. почему на это обратил внимание, и Юджин тут же как бы отреагировал, что у него такое было, потому что мы в Нью-Йорке, ну, работаем постоянно, у нас там один выходной в неделю, это раз свершилось, понимаешь? Поэтому, типа, 2-3 ночи или дня подряд мне сложно представить, и как раз вот, видишь, в случае с Юджином это такое было, что ночью мы гуляем, а утром мы себя пытаемся собрать в кучу и идем на работу. Так сколько это, ну, как бы это, ну, это же дорого, наверное, я не знаю, У нас нет, у нас дороже. это недорого, у нас стоит, ну, я как бы в основном употребляю 3-МС, поэтому буду говорить за 3-МС, потому что у каждого вещества разная стоимость. Допустим, 3-МС стоит 1 грамм, если не ошибаюсь, 45 евро, но проще брать 2 грамма, потому что 1 грамм 45 евро плюс 10 евро доставка, а 60 евро 2 грамма. Поэтому я всегда беру 2 грамма и 60 евро. Это недорого, это вообще недорого.
Ну, 60, хорошо. И насколько это на пару раз? Вот это вот? 60 ой, господи, Вот 2 эти. грамма этого хватит на одного человека с лихвой на всю ночь, даже с кем-то поделиться. Мгм. 2 грамма хватит Мгм. вполне. 60 евро, это, ну, там, не знаю, сколько, $70 примерно. Ну, да, примерно так. Ну, если сравнивать ну, я просто не знаю, с чем, я не буду сравнивать с Ну, молоком просто или да, хлебом. Тина также у нас просит дешевле и дороже. Вот. Но вот, Если, и чем больше берешь, тем оно дешевле. если Один сравнивать сеанс психолога в Нидерландах. Не 60, знаю. 60 евро, Ну, вообще у нас Ну, 80. 80 евро. А я, например, сравниваю с алкоголем, с коктейлями в Нью-Йорке, там, сколько, наверное, $10-12 за один коктейль. Я просто думаю, если вот, типа, напиться алкоголя, хотя, конечно же, эффект тоже будет разный, я понимаю, типа, напиться алкоголя, да, коктейлями там какими-то, ну, можно и дешевое что-то, конечно, купить в магазине, в баре, да, или вот эти вот вещества. Наверное, ты даже столько, в принципе, не выпьешь. Ну, я не могу сказать, что Алкоголь это тоже опасен. дешево. А? Алкоголь тоже опасен, тоже наркотик. Просто социально приемлемый, как и сигареты. Безусловно, да, да. Но если вдруг кто-то думает, что ну как, алкоголь же, наверное, употребляют с точки зрения раскрепоститься хотя бы, да, то есть я не думаю, Да, ну, что да, я не думаю, что это тебя делает более, там, это тебя возбуждает или делает твой секс лучше, ну, как скорее раз, наверное, наоборот, да. обратное, да-да-да. Обратно, да. Но я бы не сказал, что если на одну ночь 60 евро, ну, это не, ну, это не Ну, это дешево, так недорого, скажем. это не бьет по бюджету, и как бы ты знаешь, за что ты платишь, и по сравнению с тем, что ты получаешь, и мы говорим сейчас именно об эффектах, это недорого. За эти эмоции, за те впечатления это Это недорого. ужасно, это ужасно, это Я кошмар. знаю, но просто я буду говорить лучше правду. Я могу, конечно, сейчас сказать, что это все отвратительно и ужасно, но Не-не-не, классно, что давайте я это буду говорить как искренне, как как есть. есть. Как Да ты бы, вообще да. красавчик в этом плане, да. Сереж, есть что добавить? Еще когда ты начинаешь это считать так, что дешевле, алкоголь или наркотики? Ну так, ну алкоголь будет дешевле. Я такой, да, хорошая экономика. На Ну так с- себе. на самом деле, я общался с многими ребятами, и они говорят, что они лучше будут употреблять наркотики, потому что у них на следующий день, ну, после того, как они потусят, нет вот этого вот похмельного синдрома, чем от алкоголя. То есть после алкоголя они прям лежат в лёжку и не Мгм. могут вообще ничего сделать, их тошнит. А вот после веществ они такие Огурчики. поспали и бодренькие пошли такие. Слушайте, ну вот, я как бы мало знаю в этой теме, но скажите, так или нет, когда я нахожусь в клубе, и я вижу парней, ну, все пьют там какие-то коктейли, напитки, Да. алкоголь, а есть парни, которые пьют воду. И я такой, значит, они на каких-то веществах. Это так или нет? Да, сушняк пробивает очень сильно, да. Да. Да, и Мгм. потом, когда ты Это потребляешь, выглядит, во-первых, странно. Это выглядит, что они с бутылкой воды. а Еще и, глаза их не выглядит странно? ну Это да, не, но тут как бы прям явно, знаешь, бутылка воды. А еще я видел, и это уже, я такой, ну это уже первые звоночки. Они эту бутылку воды идут в туалет и набирают воды из-под крана и пьют еще. Я такой, ну это все уже. Что-то там они уже не чувствуют Им уже во рту. все равно. Да, да, да. Олег, ну это еще могут быть трезвенники, потому что я именно так в клуб и хожу. Я беру себе стакан воды и все. Какие мы с тобой скучные, Серега, вообще! А ты, Я подожди, просто... ты тоже пьешь воду? А что мне еще пить? Колу. Ну, А жизнь в что? Нью-Йорке дорогая. диетическую колу. Во-первых, жизнь дорогая, да. Во-вторых, вот ты говоришь про колу или диетическую. Диетическую вообще, по-моему, никогда не пробовал в своей жизни. Я даже соду не пью. Ну, как называется? Минералку, что ли? Лимонад, что это? Как Ну называется? да, да. Потому что Газировка. там столько сахара, да, газировка, да. Я уже как бы от этого тоже... Мне реально нечего. Я постоянно хожу в клубы и в бары. Девочки, ну, мне... ну я вообще ничего. Я такой клиент, конечно. Я Но главное, радуюсь. что получаешь удовольствие. Еще какое. Сегодня в 5 утра пришел домой. Я могу сказать, что несмотря на дождь, снег, ветер, холод и расстояние, я радуюсь, когда хоть можно за вход заплатить, что ты как бы хоть что-то платишь, что там чего-то будет какой-то
шоу, программа, я не знаю, что-то. Потому что, конечно, ну, весело, весело. Ну, как сказать, я говорю, что у меня всем привет, всем трезвенникам, просто так сказать, в противовес, да, вот всему тому, что вы сейчас тут говорили, я и реально начал, ну, я от этого и так получал удовольствие, начал замечать, что вокруг меня становится все больше трезвых парней, ну, то есть вот этот тренд на трезвость сейчас, он в Нью-Йорке прям очень большой, могу это подтвердить, все больше и больше становится групп различных поддержки там и анонимных и так далее, вот, в том числе ЛГБТ. И именно в индустрии ночной жизни танцоры, там, онлифанщики, все больше вот парней как бы из индустрии ночной жизни, где, казалось бы, наркотики, алкоголь должно быть, но, в принципе, наверное, у них это так и было, и в какой-то момент они от этого отказались. У нас с ними настолько дружественные приятельские отношения, это вообще, это настолько круто, то есть я прихожу там в клуб, в бар, и просто иду там к этим танцорам, мы там обнимаемся, там здороваемся, целуемся, еще что-то, общаемся. Это так круто, они трезвые, я трезвый. В общем, блин, это тоже вот как бы про другую сторону как бы вот этого всего. Да, Вот это очень хорошо. классная вещь, про которую ты говоришь, раскрепощение такое, что один человек может без там Да. наркотиков его обрести, а некоторым нужен какой-то допинг. То есть кому-то это наркотики, кому-то это алкоголь, чтобы раскрепоститься. И у нас в этом плане культура СНГ у нас очень, ну, в общем, очень загнобленные дети своими родителями. Гею, который родился в культуре СНГ, тяжело показывать свои чувства. Я там в прошлом выпуске рассказывал. Начиная в школьное время, когда мальчик какой-то нравится, и ты понимаешь, что даже Валентинку не можешь написать. Иначе это все, типа, вызов Потому что его голода. зовут Сергей, а не Валентин. Ну, это логично. Но это в другом выпуске будет. Вот, и получается, что, у одних эта эмоциональная сфера, она развивается, и человек может себя выражать, а гею намного А в тяжелее. У него очень США много это не рамок. СНГ. Почему они употребляют вещества? Ну, насчет США я не знаю. Вот, сейчас мы... Поживу там, может быть, скажу тебе. Но за СНГ. И получается, вот этот путь, о котором ты говоришь, путь раскрепощения без допинга, он тоже возможен для человека, которому это тяжело. И есть альтернативный вариант– это психотерапия. Этого можно достичь, но это просто будет дольше и потребует усилий от человека. Ну, мы никуда не торопимся. Мы еще молоды. Все с нами хорошо. Записываемся на консультацию. Я, наверное, могу добавить Извините. речь Сергея по поводу того, что почему люди с постсоветского пространства употребляют, это понятно, там психологические травмы и тяжелое детство. Местные, скорее всего, употребляют по большей части из-за нехуй делать. Потому что многие, скажем так, опять же, это вероятнее всего, чтобы втесаться в какую-то определенную группу, в определенный стандарт. То есть а, я вот просто по себе могу сказать то, что ты пытаешься просто а, быть принятым вот этой вот гей-культурой. То есть здесь, к сожалению, сама гей-культура пропагандирует вот именно такой образ жизни. То есть это hookup culture, то, что если ты не выглядишь как мужик, то ты как бы аутсайдер, на тебя никто не посмотрит, даже если ты мужик и ебешься в жопу, ты все равно должен оставаться мужиком, поэтому все вот эти вот «Yes, queen», феминные, нежные, как меня в одном чате назвали, мальчики, ам, они как бы тоже становятся аутсайдерами, и вот сама культура, она просто пропагандирует тебя, втискивать самого себя в какой-то шаблон, в какую-то коробочку. И тем самым ты и люди, которые, собственно, местные здесь употребляют, они пытаются себя вот э, втиснуть вот в эти стандарты, соответствовать определенной группе. То есть, если ты там, к примеру, любишь групповые встречи, но при этом не употребляешь, ты приходишь на групповую встречу и
там люди употребляют, то к тебе относятся, мол, типа, а можно в следующий раз его, пожалуйста, не приглашать? По поводу феминности, быть мужиком и так далее. Посмотри на Кая. Никакой феминности, мужик мужиком, но тем не менее принимает периодически вещества. Тут не в этом дело. Причем на групповых абсолютно разные всегда. Все. Так, Каких-то прибывает парней. я, опять же, по собственному опыту, несколько раз я ходил на вечеринки по типу Аллегрия и такие большие вечеринки. Разумеется, большинство людей там просто вот с такими вот глазками, как бездонные два колодца. Есть, скажем так, два опыта. Мой и еще одного человека. Мой опыт. Вот все те парни, которые вот туда ходят, это вот тот типаж, который гей-культура пропагандирует. То есть мускулистые, волосатые, с бородой, то есть прям вот такие вот, грубо говоря, как из порнухи. При этом в обычной жизни ты там пишешь кому-нибудь на приложении, это, блядь, королевы просто, там корона не то, что потолки царапает, она, блядь, небосвод уже это сгребает. Такие все мужики, мол, типа, ну, вот типичная вот эта вот токсичная маскулинность, как я это обычно называю. Блядь, на танцполе под веществами это просто такие дивы. Это вот прям вот там чуть ли уже не это. Так а что, нельзя быть дивой, или нельзя быть феминным, или нельзя Так в быть том, маскулинным? так Почему в том, нужно... так в том-то и Можно быть дело. всем и сразу. Можно, но опять же, гей-культура тебя заставляет соответствовать определенному типажу. Но под веществами все маски срываются, и все, скажем так, рушат все эти оковы, там какие-то маски и все Мгм. остальное. То есть люди становятся самими собой. Слушай, а можно вот еще комментарий? Ты сказал, что если ты приходишь на групповые встречи, так это назвал, Мгм. то, что я люблю, и организовывать, и участвовать. Слушай, ну я много раз был, и там люди что-то принимают. Но я не был, например, на той же Аллегрии. Я, как правило, потому и не хожу, потому что знаю, что там в основном наркотики и все. Но у меня вот как-то вот не было такого, чтобы прям типа вот он не принимает, его типа не зовите. Может быть, они мне этого, конечно, не говорили, так не могу, честно говоря, сказать. Но и мне Они самому, не скажут. если я понимал, что если какие-то группы были небольшие, и я понимал, что принимают абсолютно все, то мне самому было неинтересно с ними и как бы второй раз встречаться. Потому что, опять же, а, ну, я не знаю, что вы там чувствуете во время секса, на каких вы там облаках летаете, но когда у меня происходит секс с обдолбанным человеком, ну или под веществами, извиняюсь за мой язык, да, ну, как бы секс вообще ни разу не лучше, честно говоря. Вот я как трезвый человек. То есть их движения какие-то абсолютно рандомные. Ему, наверное, кажется, что все так прекрасно и замечательно, но это все настолько... То есть у меня явно были парни, которые были под какими-то веществами. Они такие: "Ой, я хочу тебя там, о, давай там что-то, окей". Я такой: "Окей, зеленый свет, давай, пожалуйста". Мы начинаем, и я понимаю, что он вот как бы что-то его трясет, шатает, он что-то крутится, вертится, дергается не в попад. То есть никакого удовольствия, все это выглядит странно. Опять же, запах делает, они как-то очень много потеют. Это все, то есть это, блин, это стрёмно выглядит. Ну, если я сам не обдолбанный, наверное, то я все это начинаю замечать, да, Кай? Что? Это, я хотел сказать, что это просто разные, разные миры, поэтому для тебя это выглядит так, для него это выглядит по-иному. Поэтому я никогда не встречаюсь, если я употребляю, я никогда не встречаюсь с трезвенниками, точнее, теми, кто сейчас не употребляет, потому что я понимаю, что мы будем на абсолютно разных волнах, мы друг друга не поймем, и это будет не секс, это будет посмешище. Поэтому я всегда, если я употребляю, я пишу в Грайндере человеку, что ну, когда доходит дело до встречи, я пишу, что я употребил такой-то, такой-то. Тебя это устраивает? Да, да, нет, нет. Если человек трезвый, я стараюсь с ним не встречаться, потому что, ну, это Это будет... охренеть! И так-то сложно найти парня, который тебе подойдет по всем параметрам, по возрасту, внешнему виду, сексуальные, значит, приоритеты, его позиции и все остальное.
Тут еще надо выставить лист, чего ты сегодня принял, совпадает ли это с его листом. Ну, это У просто у кошмар. нас с пятницы по воскресенье просто это легко. У тебя будет уйма сообщений. Тут с пятницы по воскресенье, знаешь, по городу, я иногда ночами по городу на велосипеде мотаюсь от групповухи к групповухе, потому что очень легко это все находится в Амстердаме. На велосипеде А, групповухи, на группу. Кто-то в библиотеку ездит на велосипеде, а он Ну, я наши всегда на люди велосипеде. в булы. Ладно, еще такой вопрос. Вот от друзей вам приходится, друзей, знакомых, коллег по работе скрывать о том, что, ну, это же вообще какая-то табуированная тема, что вы принимаете вещества? У нас в Амстердаме не табуированная тема, поэтому я не скрываю. Я естественно, не Хорошую хожу, ты не говорю всем. выбрал место жизни, я смотрю, не случайно, видимо. Нет, вообще, если честно, до иммиграции я вообще тема наркотиков для меня была закрыта, как и тема группового секса и прочего. Я это все для себя открыл только здесь. И то не сразу, а спустя 2 года. То есть мне сейчас 30, я только 3 года назад для себя все это открыл, весь этот мир. Поэтому он для меня пока что такой новый, и я пока этим всем насыщаюсь. Вот, поэтому, но я абсолютно не скрываю, всем говорю, ну, не прям всем первому встречному, но как бы если у нас идет общение, то я человеку говорю, что я да, иногда употребляю, даже тем, кто не употребляет. Потому Слушай, что, а по-трезвому с тобой вообще возможно сексом заняться? да, но э, это очень сложно, потому что трезвый секс для меня он уже не так интересен. Вот это как раз-таки тоже, кстати, одно из последствий, что для тебя трезвый секс становится скучным, потому что ты думаешь: блядь, сейчас вот это вот готовиться там, если, допустим, в пассивной роли, подмываться ради одного человека эти 15 минут кряхтения, Подожди, когда ты можешь понимаю, сделать а это групповой секс, но на трезвую? на трезвую, групповой секс у меня еще ни разу не было, потому что, ты придешь, кончится 15 минут, что дальше? Мину. А Так, мы-то, записываемся на мой курс, трахаемся 5,5 часов, ссылка в описании. В 5,5 смысле? часов, но все равно там под наркотиками-то гораздо дольше, В в смысле, любом сколько? случае. 10? Зачем так много? Куда? 48 бывало 48. часов. Хорошо. Сереж, тебе надо У 48 тебя там часов все может секса? уже натереться, ну. Я представил тоннели, полотенца. А как физиологически просто, ну, последствия же есть 48-часового акта? Ну как, бывают последствия? Ну какие последствия? Только то, что все натерлось до покраснений или, может быть, кровь один раз пойдет? Ну как бы. Ну, у тебя тогда богатырское здоровье. Вот реально наградил Бог. Просто еще под наркотой, видимо, как-то, не знаю, боевой порог, что ли, как-то стирается. Мгм. Это понятно, но физиология-то остается. Физиология остается. Но у меня было такое, что, например, я мог пойти в секс-клуб, там у меня, я не знаю, сколько было мужиков, в темную комнату, там туда-сюда, до 5 утра в секс-клубе. Потом после секс-клуба ты с кем-то знакомишься, едешь к нему на групповуху. Там еще человек 20. Потом после этой групповухи ты знакомишься с кем-то еще, едешь дальше. И просто может быть уйма. Но тебе это не страшно, тебе хорошо, тебе страшно будет потом. Ребят, если вы еще не поставили лайк этому видео, сейчас самое время. Но последствия все равно плохие, большие. Особенно психологические последствия, когда у тебя передозировка, допустим. У меня один раз была передозировка. Это, конечно, не очень. Ну вот, Что кстати, было? стоит и затронуть и тему смерти. Очень легко передознуться, и все, твоя молодая, красивая или некрасивая жизнь закончится. Да, да. Но наркоманов это не останавливает. Отомьют Потому что это Джуделева зависимость, а вопрос. зависимость это что? Это болезнь. Поэтому А Жень, болезнь что? Можно лечить. да, можно лечить, конечно, можно. Юджин, ты скрывал от друзей, от кого-то Нет. этот факт? Не скрывал? К сожалению, меня знали то, что я употребляю. Но я бы сказал то, что это не к сожалению. Потому что люди были, скажем так, aware, чем я занимаюсь, и в нужный момент просто могли среагировать. То есть, если вы это делаете скрыто, в этом гораздо больше опасности, нежели если кто-то знает. Потому что мало ли что произойдет, а никто ни сном, ни духом, как бы пиздец, где вас искать, в какой канаве, в каком канале и так далее. Слушай, а
посплетничать немножко в русскоговорящем комьюнити, ну вот в Нью-Йорке, например, это вообще распространено употребление? Полно-полно. Мгм. Я, к сожалению, знаю 2 случая Мгм. ребят, с которыми я общался, которые тоже понач по п вот, ребят, поймите, сука, одну вещь. Поначалу вам кажется то, что все так здорово, все прекрасно, так, жизнь, идет, все так волшебно и так далее. Вам кажется то, что вы можете контролировать, там и дозировку, и время употребления, и все остальное. Хуйня это все. Это вот первая ошибка, которую совершают многие. Когда вам начинает казаться то, что вы можете контролировать это, первый звоночек. Я тебя М. полностью поддерживаю. Это вот именно первый шажок к тому, что ты можешь не вернуться. В общем, то, о чем сказал Юджин, это реальная вещь. Есть некая иллюзия, и иногда дилеры ее продвигают, типа, попробуй, меф, ничего не будет, от него привыкания вообще нет, чувак, все классно будет, соскочишь в любой момент. Но это не так, это лишь иллюзия. Постепенно начинает формироваться зависимость на уровне психических процессов. То есть там формируется такая психическая доминанта. И человек какое-то время употребляет, а потом начинается парадокс. Ему это уже не нужно, а вот эта штука в голове сформирована, и она требует подпитки, и просто начинается мания. Я понимаю, мне это не нужно, но меня прям тянет. То есть это уже на уровне психических процессов. И это, ну, уже как бы стадия зависимости. Слушайте, парни, какие были истории, стрёмные, негативные, я не знаю, еще какие-то, когда вы принимали вещества? Уйма. Бля. Их очень много. Противные или не противные, страшные, не страшные. Как Самые бы. мерзкие. Всякие. Давай, Бывало давай. то, Давай что человек мог жесть. Любую. отрубиться Давай и начать блевать под грязь. себя. Его пытались спасти, чтобы он не захлебнулся блевотиной. Кто-то там обоссывался под себя, кто-то мог заснуть от бутерата. Ноги. Часто вижу, что от бутерата переберут От бутерата бутерата, и, да. и могут... Человек может уснуть и проспать хер знает сколько часов и не проснуться. А иногда А не может вообще не просыпаются. проснуться, если очень большая дозировка. Поэтому бутират я обхожу стороной, как и многие другие вещества. Так, что еще может быть? Еще бывали звуковые галлюцинации, слуховые галлюцинации. То А у есть вас, у вас что было? у меня были Ты говорил, слуховые галлюцинации. передозировка, например, была, ты вот говоришь. Это как? Да, передозировка у меня была, когда... Но это я употреблял очень долго, ну, как, не очень долго, то есть я употреблял второй день, но у меня уже не было сил, и я под конец думаю, блин, там уже так осталось немного, ладно, сделал себе большую дорогу, ну, как бы, чё уж, сделал себе очень большую дорогу, Шоссе. и меня через какое-то время начало бесконтрольно рвать, трясти, ну, как бы, было очень страшно, это помогло на 5 месяцев. Как бы 5 месяцев я не употреблял, потом что-то опять произошло, опять сорвался. Как бы стресс, не стресс, все одно на другое, и как бы вот так вот получилось. Юджин, ну у тебя какие жесть происходила? Поначалу, в самом начале, когда это все только начинается, а, после определенного времени а, казалось то, что вот ты смотришь на человека, а у него как будто вот пушок какой-то, он весь такой вот мягенький, вот он прям вот, как будто вот, я не знаю, как попка паучка, знаешь. То есть вот ты смотришь на человека, он вот весь плюшевый как будто бы. Это первое, что было. Потом было такое то, что я в ванной, э, набираю ванну, а мне кажется то, что уровень воды уже вот посюда. Хотя я стою в ванной, но мне кажется то, что вода вот прям вот уже где-то здесь. Это как бы цветочки. Самый пиздец был, когда началась паническая атака. То есть это неконтролируемый страх, ужас. Когда ты идешь по улице, а тебе кажется, что люди на противоположной стороне шепчутся, они знают, что ты делал, они об этом разговаривают, плюс они еще там в телефоне что-то, у них общий чат по всему городу, где они пишут то, что вот сейчас он идет с групповухи, он там делал то-то, 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 грязные вот эти вещи. И
это еще дополнительно давит. Вот эти вот голоса постоянные, нескончаемые, что а, все против тебя, весь мир против тебя, все знают, что ты делал, какая ты грязная шлюха, то, что ты вообще конченый, то есть это все у тебя в голове, оно не прекращается. Ам, Иногда было такое, то, что лица людей начинали меняться, принимать какие-то демонические формы отчасти. Ам, это вот самое страшное, что было. Тебе постоянно кажется, что кто-то за дверью, что кто-то там... Опять же, это вот все сводится к тому, что весь мир против тебя. Это очень страшно, это реально сводит с ума, и, в принципе, я понимаю, почему многие люди там прыгают в окна, бросаются под машины, поезда, только делают все, что угодно, только чтобы эти голоса прекратились. Блин, ребят, еще немножко жести мы, конечно, обсудим. Вы это самое. А с нами оставайтесь. Сейчас мы будем уже подходить к трезвой части жизни и вообще, что есть выход из всех этих ситуаций, можно от этого избавиться, и секс есть, и все остальное. Сейчас мы поговорим. Но еще пару моментов вот про зависимость. Да? Вы сказали, что когда ты понимаешь, что... Когда тебе кажется, что ты можешь это контролировать, вот это как бы первый звоночек. Вот в какой момент ты, ну, вот понимаешь, да, что зависимость, что ты не можешь... ну вот у Кая была передозировка, да, получается, сделал большую Да, дорогу. да. Ты... Но зависимости тоже разные. Есть психологическая, есть физическая. Психологическую как бы очень сложно сказать, когда она у тебя образуется, и она может остаться на всю жизнь. То есть психологическая зависимость, она просто так не уходит. Юджин, вот к тебе вопрос, потому что ты избавился от этого полностью, 3,5 года ты ведешь трезвый, я так понимаю, образ жизни. Кстати, когда люди говорят трезвый образ жизни, это имеется в виду что? Алкоголь, марихуана, вещества, это А, понятие? Или есть разница, разные на трезвые? английском есть два термина. Это sober и clean. Мгм. Я clean. Клин. 3,5 года. То есть я не употребляю никакие вещества. Мгм. А, Собор — это про алкоголь алкоголь. алкоголь это когда ты вообще ничего не употребляешь, включая алкоголь. Я могу себе позволить там один напиток раз в полгода. Это как Мгм. бы it's okay для меня история. Что Но клин? что касается веществ, нет. Уже все. И касаемо вот то, что Кай упоминал, что трезвый секс уже не так ощущается. Да, он ощущается иначе, но, опять же, по своему опыту могу сказать то, что сейчас мне возвращаться туда даже не интересно. То есть я научился получать какой-то вот кайф именно Обращайтесь. от трезвого секса. Групповой секс, кстати, уже все. То есть, если мне Тоже. кто-то предлагает там тройничок, я такой, нет, я 1 на 1 предпочитаю. То Ты есть, боишься, что там будут вещества или что? нет, Почему нет? нет. Неинтересно? Я просто понял спустя время, то, что даже если ты приходишь на трисом, либо Мгм. больше, в любом случае будет момент, когда даже тебе один будет нравиться больше, чем второй. То есть тебе хотелось бы уделять внимание Окей. одному больше, а второй будет немножечко обделенным. Я не люблю вот Ну, это вот, когда есть напряжение в комнате. Это лично мое. Я предпочту вот просто себя полностью отдавать вот именно. прелести групповых активностей мы обсудим на другом чате. Я расскажу все за и против и так далее, да. Хорошо. А, Кай, вот у тебя был какой-то момент, когда ты стал себя в этом ограничивать, я так понимаю. То есть ты не совсем от этого избавился, но ты было вот какое-то такое количество веществ, сейчас его там вот максимально мало. Как ты себя взял за шкирку и начал останавливать? Я не могу сказать, что у меня когда-то была прям какая-то сильная зависимость, что мне прям хочется. Просто как-то само так собой получалось. Там где-то вечеринка, что-то еще. И как бы я употреблял, но я не могу сказать, что прям очень часто, но раз в 2 месяца, допустим. Иногда там 1-2 раза в месяц. То есть могло быть такое, что там 2-3 раза в месяц или 3 месяца вообще не употреблял. То есть
нет какой-то такой стабильности в этом плане у меня. Но как раз после передозировки я начал задумываться о том, что я все-таки хотел бы, наверное, уйти от этого. Я вот не употреблял 5 месяцев, потом произошла вечеринка, как бы, и само так получилось, что я сорвался. Но сейчас вот я употреблял на прошлой неделе, я собираюсь употребить в субботу, и после этого я хочу снова сделать паузу. Не знаю, насколько получится, но хотелось бы. Буду От стараться. чего это зависит? Лунный календарь, рождественские праздники? Нет, просто это от много чего зависит. Иногда слишком много стресса накапливается, и тебе хочется просто отдохнуть от этого стресса. Да, я понимаю, что это ложный отдых, это не отдых, но мой мозг, он сам себя обманывает в этом плане. И он говорит, что понюхай, тебе будет классно, тебе будет хорошо. Он почему-то забывает о всем плохом, что будет после. Он почему-то забывает о всем плохом, что может быть во время. Он меня сам себя обманывает, и поэтому как бы так происходит. Ну, а в субботу будет вечеринка. Я один раз попробовал пойти трезвым на такую вечеринку. Это будет вечеринка для медведей, где будет техно. Я один раз пошел трезвым. Я ушел через 2 часа, потому что это было настолько скучно и неинтересно. Я не получил никакого удовольствия, и я ушел. После этого я понял, что вот такой формат вечеринок, может быть, он для меня так. Он подразумевает использование веществ, потому что когда ты танцуешь, рядом люди, там кто-то на танцполе нюхает, пьет какой-то бутерат и что-то еще, ты себя чувствуешь не в своей тарелке. Ну, а что они при этом делают? Ну, нюхают хорошо, а что они делают? Танцуют, Кто-то им танцует, кто-то трахается, то есть это по-разному. и ты не Кто-то просто... можешь танцевать или ты не можешь Ты трахаться? можешь, но тебе не так интересно. Я не знаю, как это объяснить, но Объясни, это абсолютно интересно. не те эмоции. То есть, когда я под веществами на таких вечеринках, я полностью насыщаюсь этой музыкой. Мне интересно посмотреть, кто там пришел, кто там в этой темной комнате, пойти проверить, подняться. А по-трезвому стоишь, просто смотришь, как какие-то обдолбанные, я наркоман, не могу так говорить, обдолбанные люди рядом что-то танцуют, что-то они как-то дергаются, кто-то с кем-то трахается. Но когда ты трезвый, по крайней мере для меня, мне это не интересно, меня это не вызывает соблазна, мне это не вызывает тех эмоций, которые это мне будет вызывать, будучи, если я буду обдолбанным. То ли дело у нас, Сережа, да, пришли, оценили, насколько место эстетически красиво выглядит, насколько артисты, так сказать, отдаются на сцене, да, музыка, диджей, все понимаешь, да, мы совсем на другие вещи обращаем внимание, такие, классная вечеринка, снимай Совсем штаны. другое. Потом заказываешь себе такси через 2 часа, приезжаешь домой, ложишься спать в час, и прекрасно. У тебя Это нет даже такого? хорошо. Это прекрасно. У меня Это нет, прекрасно. я прихожу в 5 Да нет? утра и думаю, ёб А. твою мать, да как это возможно вообще? У меня просто происходит таким образом. Приезжаю там на вечеринку, до часа танцую, понимаю, ой, устал танцевать, все, уже неинтересно, и все, иду ложиться спать. Не, ну если только танцы, то да, если, ну как бы, то я тоже как бы в час иду. Еще вопрос, во сколько она начинается, в разных странах по-разному. А А. если секс, то, ну, может быть и дольше, А. да. Но у меня без дополнений было, к сожалению. Блин, Кай, так прикольно, что ты об этом говоришь вот в реальном времени, понимаешь, наши зрители могут как бы оценить вообще, как это происходит, прям увидеть картину изнутри, это прям Я очень тут выступаю немножко как, наоборот, пропагандировщик наркотиков, мне кажется. Нет, Но нет, нет, и на самом каждый будет деле, делать свой выбор, безусловно. Тут мы не можем да. никого не остановить, не запретить. Я надеюсь, что в общем и целом каждый сделает свой выбор в пользу себя, своего здоровья, будущего и всего остального. Да. Да, и как раз-таки, когда говорят, что наркотик это зло, наркотики вас убьют, это как раз может сыграть против. Потому что Да. одна из причин, почему я пришел к употреблению, почему я начал употреблять до, как раз, как я говорил до этого, до иммиграции, для меня наркотики тоже были чем-то таким страшным. Я думал, что, ну, там, фильм «Реквием по мечте», ты там попробуешь, все, ты завтра умрешь, у тебя отгниет рука, и ты будешь валяться в собственной блевотине и моче. Потом я эмигрирую, я 1,5 года жил в лагере беженцев. В лагере беженцев я познакомился с людьми, которые употребляли. И я сначала не употреблял, но я просто проводил время с ними. И я смотрю, это люди, которые также выглядят. Люди, которые уже там годами употребляют, но они отлично выглядят, у них все хорошо со здоровьем, ни у кого не гниет рука, никто не умирает. Я подумал, почему эти Мнение, люди Юджин. не умирают? Я думал, ну, Юджин. наверное, может быть, наркотики не так уж и плохо, и тогда я и попробовал. Но если бы я знал реальные последствия, возможно, я бы этого не сделал. Мне кажется, что я вижу людей, кто употреблял или употребляет наркотики. Юджин, что Это ты? уже очень тяжелые. Такие дизайнерские ты никогда не поймешь. Дизайнерские нет. Минуточку, Юджин. Если, в принципе, взглянуть на ситуацию по Нью-Йорку, то
Я со стопроцентной вероятностью могу сказать, кто употребляет, кто нет. Потому что, к сожалению, когда люди употребляют метамфетамин, я, конечно, не знаю, как это с мефедроном происходит, но на метамфетамине есть даже такой термин, как meth face. То есть, когда люди, у них ярко выраженные вот эти вот признаки преждевременного старения, кожа очень плохая, в том плане то, что она вся в морщинах. ам, Есть, я бы сказал, даже особенность, то, что по фотографиям очень много людей, которые, во-первых, глаза. Глаза стекляшечки — это вот прям фишка всего этого. Плюс многие делают вот этот duck face. Причем он настолько вот кринжово выглядит, то есть не просто там вот это вот, а прям я не могу это изобразить, это вот просто, блядь, реально нужно просто посмотреть несколько фотографий, и вы просто будете понимать вообще, о чем я говорю. А так, да, люди, к сожалению, очень сильно Мне тоже плохеют. кажется, что это видно. Да, что Да. алкоголь, в принципе, видно по людям, там какая-то как красная кожа, что-то становится, нос там синий или что-то еще, не помню, да, также и с этим, да. Ну хорошо, а как от этого избавиться? Давай, Юджин, начнем с себя, потому Мгм. что вот что, какие-то группы, вещества, я не знаю, врачи, что вообще Мгм. работает? Какие есть инструменты? Ну, у меня это просто произошло, не скажу, что само по себе, это была самостоятельная работа, я не обращался ни к специалистам, то есть ни к медицинскому персоналу. В один из дней, 24 мая 2021 года, я просто просыпаюсь на следующий день после того, как я закончил очередной свой марафон, и я просто начал анализировать прошедшую вот это вот время, жизнь отчасти, и я просто понял, что дальше, наверное, будет точка невозврата. То есть, если я вот сейчас не остановлюсь, то все, дальше пизда. Дальше либо рехаб, либо, как вот многие из моих знакомых закончат. Я когда узнал, что с ними стало, это, конечно, еще одна из причин, по которой возвращаться туда. Это когда ты видишь человека, ну, грубо говоря, когда только приехал, и чем он стал, ну, это реально страшно. Каким образом у меня это получилось преодолеть? Вероятнее всего то, что я сфокусировался на самом себе, то есть я больше начал слушать самого себя, принимать себя. Я загрузил полностью весь свой досуг, то есть одна, наверное, из причин, почему люди начинают употреблять, это от скуки. То есть когда собаке делать нечего, она лижет яйца. Люди немного умнее собак, поэтому давайте не будем делать глупых вещей. И а, когда не остается времени на глупости, ты просто перестаешь делать глупости, скажем так. То есть спортзал, пускай это будет, я не знаю, кружок вязания, Да, кружок, макраме, блядь, я тоже подумал. кружок чтения, рисования, да, блядь, Кулинария. все что угодно. Грузите свой досуг настолько, чтобы там вот просто утром встал, дальше у тебя по расписанию, вечером пришел, там зубки почистил, все, спать. Чтобы не было вот именно Я иногда так устаю, я зубы не успеваю да, почистить. момента, чтобы Так вот загружаю. куда-то в сторону уйти. И мне на самом деле это очень сильно помогло. Блин, это так круто. У меня мороз по коже, когда ты говорил про то вообще, через что люди проходят. Это вообще страшно. Кай, у меня к тебе вопрос, разрешение. Может ли Юджин и, может быть, Сергей накидать какие-то версии
Ну, ты А, меня останови, чтобы тебе, например, полностью отказаться. ну, я знаю, что мне нужна психотерапия, но пока что у меня ее нет. Поэтому я вижу для себя только такой вариант. Потому что я пробовал загрузить себя полностью и работой, и делами, и всем таким. Нет, это дело в голове. Ты можешь загрузить себя насколько угодно, но рано или поздно, если тебе этого хочется подсознательно, оно Мгм. вылезет. Поэтому тут нужна психотерапия. Но как бы я уже 2 года жду, не знаю, когда дождусь. Тут еще один момент есть. Помимо того, то, что ты загружаешься полностью досуг всем, чем только можно. Второе, что я сделал, это я удалил полностью все какие-то приложения, сайты, контакты людей, которые каким-либо образом связаны с наркотиками и всем остальным. То есть я полностью оградил себя вот от тех, скажем так, триггеров, факторов, которые могли бы меня э, стянуть на эту скользкую дорожку опять. Это сложно. У меня вот один из моих знакомых, он прям приходил ко мне, плакал, что ему хочется все это дело прекратить. Я ему давал, скажем так, рекомендации, которые, собственно, я применял в своей практике. Человек мне просто начал говорить, что, блин, я так не могу, ну а как же? Я говорю, блядь, у тебя есть только два пути. Либо ты делаешь так, как я тебе говорю, то, что на мне сработало, то, что действительно тебе придется разорвать абсолютно все связи с этими людьми, либо ты, блядь, продолжаешь делать то, что ты делаешь, и в конце концов кончаешь в помойной яме, канаве или там в морге. Вопрос, Кай, почему ты 2 года ждешь психолога и нету Потому доступа? что очень большая очередь у нас. Страна маленькая, и поэтому на психолога, психотерапевта, точнее, очень большая очередь. Сереж, есть какие-нибудь альтернативы? Да. Всегда долго ждать. Альтернативы для человека, который живет в Нидерландах. Снюхаться. Я не Ну, знаю. Ну, я я могу бы еще хотел рассказать, как... добавить, что это не всегда какой-то билет в один конец. То есть употребление тоже бывает разное. Это не значит, что человек все, он подсел, и он будет употреблять там каждый день, и он там через год-два умрет, сторчится. Это не всегда такой прям черный сценарий. Нет, Это многогранные сценарии. it's okay. Вообще просто, в принципе, вопрос Нет, по я не говорю, поводу что это того, хорошо что... или плохо, я говорю, что это не Да. так работает, что ты все подсел, и все, у тебя там жизнь пошла по наклону. У меня есть знакомые, которые десятилетиями употребляют, они успешные бизнесмены, они выглядят отлично, но при этом они там выделяют для себя когда-то там 1-2 дня, они понюхали, там все это сделали, убрали свою аптечку, причем они хранят это дома. То есть Ты это знаешь, все что мне это по-разному. напоминает? Мы не геи, понимаешь, но нет, раз в месяц мы там ходим в темную комнату и что-то такое. Вот лично я как-то, ну, мне вот как-то я вот не укладывается у меня это в голове, понимаешь? Для кого-то Бывает. стратегия как бы да, они, неважно, это относится к сексу, к геям, к пассивной роли, или к наркотикам, понимаешь, к веществам. Вот. А просто вообще, в целом, сам вопрос про психотерапию, да, я знаю, что в Нью-Йорке далеко не все, по-моему, могут... Юджин, ты когда-нибудь обращался к психологам? Я знаю, что это не просто найти, вот. Если, особенно тех, у кого еще нет английского языка и так далее, то есть... А ты на английском языке ищешь, ждешь себе Я на нидерландском жду. Если бы я запросил на английском, ждал бы еще дольше. А на русском так вообще нереально. Поэтому я запросил на нидерландском, но и то очень-очень-очень долго нужно ждать. То есть вот эта вот очередь, она большая. Ты владеешь уже языком На нидерландским? нидерландском, ну, B1, B2, то есть у меня такое. Сереж, ну снова к тебе вопрос, а что делать? Ты Да. посмотри, запрос большой, русскоговорящих людей много, по всему миру раскидал, и вот попадают в такие ситуации. Кто им поможет? Или не ты? Они сами в Сами, первую в первую очередь. очередь сами себе. Это да, Должно быть нет, ну коллективно. Но все психологи, ну сразу начинается, психологическая все поддержка. начинается с того, ну, вообще излечение в этой теме начинается с того, чтобы человек вообще принял свой диагноз. Вот это сейчас самая большая сложность. Если человек не принимает, что он наркоман,
то терапия вообще не пойдет, она будет неэффективна. Это первое. Дальше я скажу, как это принято в практике. Ну, это очень тяжело принимать, особенно для людей, которые ни разу не пробовали терапию. Первое– это мы ложимся в рехаб. Обязательно. То есть сначала нужно организм почистить от наркотиков, все это вывести и сформировать модель пациента. Нет, я не здоровый человек, у меня есть проблемы, я не справляюсь с этой жизнью. В рехабе формируется культура, опять же, только, пожалуйста, особенно кто геи, ищите нормальные рехабы, где вы будете приняты, а не где над вами будут издеваться. С рехабами тоже надо найти хорошее заведение. Там проводится групповая психотерапия, и то же самое человек может сделать для себя, ну, который боится, например, себя еще признавать пациентом, начать с групповой психотерапии. Просто ходить туда, слушать, что люди говорят, и потихонечку, ну, готовиться к мысли, что у меня есть проблемы. После рехаба начинается уже индивидуальная психотерапия, потому что человек чистый, он способен вообще эту психотерапию слушать, что-то там делать в себе, и плюс у него есть уже какая-то фармакотерапия, которая его поддерживает. И еще тоже очень важно, сходите к психиатру и посмотрите, что вообще с вами происходит. Потому что, например, иногда наркотики становятся поддержкой организма, когда, например, биполярно-аффективное расстройство. Человек попадает в фазу депрессии, ему плохо, он не понимает, что нет энергии, и вытаскивает себя оттуда с помощью мефедрона. Но его проблема, отсутствие энергии, в том, что у него заболевание, биполярное аффективное расстройство. И если психиатр правильно это установит, или, например, депрессия у человека, то тогда, может быть, ему и наркотики не понадобятся. И вот то, что я слышал из ситуации Кая, у меня есть гипотеза, что, возможно, когда ты переехал в Нидерланды, у тебя начался кризис. Это очень тяжело переезжать из одной страны в другой. Тем более ты жил с этими иммигрантами, у вас были определенные условия жизни, и я предполагаю, что, возможно, у тебя протекал кризис. Очень тяжело, я в новой стране, нету знакомых, какие-то непонятные арабы, я себе так представляю, арабы, которые не говорят со мной на одном языке. И, возможно, вот как я не понимаю, что со мной происходит, мне очень плохо, и вдруг передо мной показывают способ решения проблемы. Поэтому, опять же, обратиться, например, за помощью к психологу или к психиатру, чтобы просто установили, что с вами происходит, может быть спасением, чтобы потом это не переросло в наркотики. Я предлагаю, если вдруг кому-то понадобится там помощь, что-то прояснить, дать какую-то рекомендацию, люди могут написать мне в личке, и я их перенаправлю к специалистам или скажу, что можно сделать. Друзья, могу вам сказать, что секс возможен и на трезвую голову. Обращайтесь ко мне. Нет, не надо ко мне обращаться, вы так все знаете на этом канале. Да, я хочу только поблагодарить Юджина и Кая за вашу открытость, за то, что вы такую очень, наверное, табуированную, не знаю, какую-то закрытую в какой-то степени тему, особенно для тех, кто этому не посвящен, вот действительно как-то не знаешь даже, откуда всю эту информацию получить, что вы даете возможность узнать вообще людям, что происходит. Вам, конечно, классных сексуальных партнеров, на трезвую голову и на трезвую голову, вот, и на трезвую тоже голову, и чтобы все было круто, да, и вы были на 7-м небе от счастья, и на трезвую голову тоже, да, вот, и, друзья, подписывайтесь на канал, вы видите, мы тут обсуждаем все очень самое важное и нужное. Оставьте лайки этому видео, напишите в комментариях, если у вас остались какие-то вопросы, ребята заглянут в комментарии и постараются вам ответить. На этом у нас все. Сереж, тебе спасибо за то, что был с нами. Твое заключительное слово. Пишите Сергею в директ. Все ссылочки оставим в комментариях, в описании к этому видео. Прощаемся с вами до следующего раза. Всем пока. Пока. Спасибо за приглашение.